Меха-брейк, пилоты. Меха-брейк – горячо ожидаемый многими, в частности мною, меха-экшен, который сочетает в себе бои 6 на 6 на самых вариативных и в большинстве своем интересно задизайненных аренах, моба-составляющую по части героев. В игре представлены колоритные перцы с присущими только им скиллами, обилками. Бои выполнены в варианте классического PvP в формате 6 на 6, где мы возрождаемся и умираем. Цели режимов по классике всем знакомы. Это катание вагонеток, сбор и доставка ключей и захват точек. В августе прошлого года разработчики The Amazing Season Games позволили нам поиграть в свое творение в рамках полуоткрытого бета-теста, доступного по access-ключам и одобрению через запрос доступа в Steam. Лично я сам раздал свои телеги, если честно не помню, около 20 ключей доступа. Единовременно онлайн был что-то на уровне 40-50 тысяч, наверное, по большей части спасибо азиатам. Судя по стримам на Твиче, роликам на Ютубе и комментам под ними, аудитория преимущественно из Поднебесной, собственно, как и сами разработчики. По итогам 10-дневного бета-теста я делал на канале отдельный ролик, и он максимально рекомендую к просмотру. Ну и так понятно, проект удался как и с точки зрения демонстрации, насыщенности контентом, восприятия аудитории, так и показанной оптимизации проекта при своих красотах, которые на максималках абсолютно не нужны любому соревновательному проекту, разраба батлы, поймите это. Меха-брейк показывал вполне себе ровный импакт на начальных игровых системах середины завершения прошлого десятилетия. Но работа серверов была обычная, я бы даже сказал стандартная, без каких-либо происшествий для проекта на стадии бета-теста. За что, конечно, разрабам отдельный толстый реверенс. После завершения августовского бета-теста, те, кто не подписан на закрытые для россиян соцсети разрабов, благополучно забыли о проекте, иногда задавая мне вопросы под роликами или в телеге. Для тех, кто не в курсе, рассказываю. Игра планируется к запуску на ПК этой весной 2025 года. Ранее был анонс набора на следующий бета-тест, пока что в закрытом режиме, и если вы еще не заполнили форму, я оставлю ссылку в описании. Правда, не уверен, что набор тестеров еще продолжается и, возможно, он вообще завершен, но лично я подобной информации в официальных социальных сетях не наблюдал. Разрабы, скажем так, особо не активничают, скажем, до такой степени, чтобы об этом интенсивно писали в игровых СМИ. Из последнего это небольшой геймплейный трейлер на The Game Awards 2024, где они заревелили дату выхода, вернее время года. Как это уже было сказано, это весна 2025. Данный анонс, к слову, набрал на YouTube уже более ляма просмотров. Я думаю, за геймплей большинство смотрящих уже в курсе либо из моих роликов, либо из непосредственного участия в прошлой бете, если нет, мой игровой процесс на ваших экранах. Ну, тот, что остался в архивах. Все лучше ушло на ласт ролике, поэтому довольствуемся тем, что есть. Хотелось бы немного рассказать о концепции вселенной Меха-брейк, о зачатке истории и перспективах ее раскрытия в целом. Итак, в данной игровой вселенной на нашей Земле существует некий мир, который достиг своей так называемой эры Возрождения. И эту эру резко завершили никому не подвластные космические силы. На планету обрушился всем в нашем мире известный корональный выброс солнечной массы, который превысил любую из известных норм во множество крат, что привело к бомбардировке Земли нескончаемыми потоками сверхзаряженных частиц, ставших своего рода триггерами брейкденса земных полюсов, ускоренного движения тектонических плит, извержения вулканов, невиданных ранее штормов и прочих природных явлений, проявивших себя максимально аномально, выходя за рамки всех известных наблюдений.
Через какое-то время стремительно образовывались новые материки, острова, архипелаги, моря, океаны, реки, озера, горные хребты. И также молниеносно испарились все известные на тот период государства и союзы, что в дальнейшем подтолкнуло людей, вынудило человечество вступить в новую эру дип-отношений, попутно восстанавливая мир и ранее уже открытые технологии. Стихийные бедствия стали не главной головной болью. Для оставшегося народонаселения из самых-самых недр Земли появился никому неизвестный ранее минерал, который назвали НВК – неорганический вулканический гибрид, для упрощения идентифицированный как карит. Этот минерал захватывал огромные территории, а порою даже целые города, приводя их в нерентабельное состояние, но также являлся серьезной угрозой для здоровья всех представителей органического мира, соответственно и людей в частности. Главная болезнь во вселенной Мехабрейк – это Марцена. Заболевание, вызванное при контакте с высокой концентрацией НВК, каритом. Этот минерал заспредил многие области планеты, образовав марценовые зоны, которые могли и могут расширяться за счет импульсных штормов. Природа происхождения карита неизвестна, и большинство обычных гражданских даже не догадываются о его существовании. Так сказать, спустя годы правители новоиспеченных союзов неплохо проводили политработу с населением, поэтому лишних вопросов никто не задавал. На осколках Старого Мира возникли новые государства, союзы и прочие объединения. Вот некоторые известные из них. Первый – Вультурийский альянс, без подробностей. Второй – Сигнийский союз, без подробностей. Третья – Морская федерация. Также пока что без подробностей. Четвертое, Содружество Лунного моря, образовано на Луне некими селенитами, которые воспользовались начавшимся хаосом на Земле в своих целях. Так понимаю, наш спутник не особо пострадал, Земля взяла основной удар на себя. Пятая фракция «Лунная радуга» – независимая организация, юзающая обширную сеть баз ядра Мисры. Данная фракция борется с последствиями карита и исследует тайны его происхождения. Также «Лунная радуга» стоит на страже человечества и юзает истребители в различных конфликтах, возникающих на фоне борьбы за ресурсы. Истребители – это в нашем понимании мехи, титаны – роботы с человечками внутри. Так вот, первые мехи были созданы селенитами из фракции Лунного моря и юзались как транспорт для проблемной лунной поверхности, и уже позже были модифицированы для военных целей. Далее они полностью вытеснили обычную военную технику. Наисвежайшие мехи – это истребители третьего поколения, они же истребители с проекцией сознания, управляемые мощным суперкомпьютером на базе карита, кубомозгом. Он же отвечает за связь пилота и меха-истребителя по принципу технологии Брейк. Завязка и вводные данные, так скажем, вполне завлекательные, и, наверное, лично я, как и каждый из вас, надеюсь, хотел бы играть не просто в крутой меха-экшен с прошаренным геймплеем, но и наслаждаться крутыми историями персонажей, фракций, вникать в богатую хронологию событий, которая, само собой, будет развиваться поступательно, если сами разрабы пожелают как-то воплощать это в жизнь. За игровой процесс я особо не переживаю, на бета-тестирование я наиграл несколько десятков часов, так сказать, гамал день и ночь, пока разрабы позволяли. Геймплей смесь Armored Core и какой-нибудь экс-машина, только без боссов. Кстати, про боссов. Кроме PvP баталий, нас ждет типа проработанный PvE режим, который обещает стать чем-то вроде дохлого Anthem или всем известной Destiny. Пока что без детальнейших подробностей. Разрабы делают не самые объемные намеки, и тут и там показывают вырезки из PvE геймплея, один из фрагментов которого вы воочию могли наблюдать на стадии обучения летнего бета-теста. Посмотрим, поглядим. Лично я не особый фанат всех этих PvE-рейдов. В общем, поглядим. Возможно, разрабы удивят и любителей only PvP баталий. Следим за новостями. Это был Ремейкер. Отключаюсь.